Представьте, тысячи лет назад персы построили ветряные мельницы из обычной глины, соломы и дерева. Они работают до сих пор. А теперь сравните. Современные ветряные турбины из закаленной стали требуют технического обслуживания каждые 6 месяцев. Персидская мельница из грязи и палок — 1000 лет без замены деталей. Сегодня 5 технологий, созданных без компьютеров, без промышленных машин и иногда без металлических инструментов. Все 5 работают прямо сейчас. И все 5 задают один и тот же неудобный вопрос. Почему мы решаем эти задачи хуже, чем люди, которые жили до нашей эры? Начнем с самого масштабного, потому что цифры здесь такие, что их сложно осознать с первого раза. Китай. Провинция Сычуань. 256 год до нашей эры. Река Миньцзян каждую весну превращала Чэндуйскую равнину в болото. Местный чиновник Ли Бин получил задание — остановить наводнение. Стандартное решение — плотина. Ли Бин не построил плотину. Он разрезал реку пополам. Посреди потока он возвел искусственную дамбу в форме рыбьего рта. Она разделила реку на 2 рукава. Узкий внутренний нес воду на поля, широкий внешний принимал паводок. Между ними — промывной шлюз, который сам сбрасывал лишний ил без единого механизма. Никаких движущихся частей, только геометрия воды и понимание того, как река думает. Система Дуцзянъянь работает уже 2280 лет. Сегодня она орошает почти 700 тысяч гектаров. Это площадь Московской области. Снабжает водой больше 50 городов провинции. 0 насосов, 0 бетона, 0 плотин. В 2008 году рядом произошло одно из сильнейших землетрясений в истории Китая. Современные здания рухнули. Дуцзянъянь устояла. Ученые провели компьютерное моделирование системы и обнаружили кое-что неожиданное. Распределение потоков в ней оптимально с точностью до нескольких процентов. Как человек без программного обеспечения, без уравнений гидравлики, без приборов для измерения давления рассчитал систему, которая работает как часы 2000 лет? Официального ответа нет. Ли Бин управлял водой с помощью геометрии. Но в тысячах километров к востоку другие строители пошли дальше. Они научили воду двигаться без рек, без каналов и без насосов. Только с помощью ветра. Перу. Пустыня Наска. Около 500 года нашей эры. Одно из самых засушливых мест на Земле. Годовое количество осадков — 25 мм. Для сравнения, в Москве выпадает 750. Но цивилизация Наска не только выжила в этой пустыне. Она процветала, строила города, ткала сложнейшие ткани, создавала знаменитые линии. Если смотреть на пустыню сверху, видны странные спиральные воронки, уходящие в землю. Долгое время никто не понимал, что это такое. В 2016 году итальянские исследователи изучили их через спутниковые снимки и поняли — это насосы, работающие без единой движущейся части. Спиральная форма воронки поймана точно под угол господствующего ветра. Воздух закручивается внутрь, создает давление в подземном канале и выталкивает воду из водоносных слоев туда, куда она нужна. Ветер качает воду. 1500 лет. Сегодня в регионе Наска работают более 30 таких систем. Местные фермеры пользуются ими так же, как пользовались их предки 15 столетий назад. Никакого обслуживания, никаких запасных частей. Только ветер и камень. Руководитель итальянской группы написала в заключении: «Совершенно очевидно, пукиосы были куда более развитой системой, чем нам казалось». Кто и как рассчитал угол воронки? Ни одной записи, ни одного чертежа. Только результат. Работающий 1500 лет. Вода в пустыне — это выживание. Но следующие строители решали другую задачу. Им нужна была вода, которая не иссякнет, даже когда все реки пересохли. Их решение — просто идти глубже.
намного глубже. Индия, штат Раджастан, 9 век нашей эры. Есть сооружение, которое снаружи выглядит как обычный двор. Вы подходите ближе, и земля разверзается. Вниз уходят тысячи ступеней, 13 ярусов, 30 метров вглубь. На каждом уровне — галереи, залы, резные колонны. Это Чанд-Баори, ступенчатый колодец. Построен в 9 веке нашей эры. Принцип гениально прост. Обычный колодец пересыхает, когда грунтовые воды опускаются в засуху. Ступенчатый колодец опускается вместе с ними. Чем суше год, тем ниже спускаются люди. Каменные стены держат прохладу. Глубокие галереи не дают воде испаряться в 40-градусную жару. Геометрия лестниц рассчитана так, что тысячи людей могли одновременно набирать воду на разных ярусах, не мешая друг другу. Подумайте об этом. Люди IX века спроектировали систему управления потоком людей в условиях чрезвычайной ситуации. Без компьютерного моделирования, без консультантов по логистике. Когда в 21 веке Индия столкнулась с нарастающим дефицитом воды, инженеры вспомнили о вавах. Несколько колодцев расчистили и запустили снова. Они наполнились. После столетий забвения вода вернулась, потому что система была рассчитана правильно, с первого раза, 1200 лет назад. 3 технологии про воду, но следующее — про воздух. И про то, как укротить 50-градусную жару без единого киловатта энергии. Иран, город Язд, около 1000 лет назад. Когда смотришь на Язд сверху, видишь лес башен над каждым старым домом. Они поднимаются над крышами, над мечетями, над базарами. Некоторые достигают 20 метров в высоту. Это бадгиры, ветроуловители. И они делают то, на что у нас уходят мегаватты электричества. Они охлаждают здания. Башни ловят ветер через вертикальные прорези наверху. Горячий воздух попадает внутрь, проходит по шахте вниз, охлаждается по дороге. Внизу встречает подземный водоем. Вода снижает температуру еще на несколько градусов. Охлажденный воздух расходится по комнатам. Температура снаружи — 50 градусов. Внутри дома с бадгиром — 25. Без единого киловатта, без компрессора, без хладагента. Академическое исследование 2025 года подтвердило, даже при слабом ветре бадгир обеспечивает воздухообмен, достаточный по современным европейским нормам качества воздуха. Первые следы таких конструкций в Иране датируются 3000 лет назад. 3000 лет. Сегодня архитекторы в Великобритании, Катаре и Австралии строят бадгиры заново, потому что оказалось, это работает. И работает лучше, чем многое из того, что мы изобрели позже. И, наконец, последняя технология. Она не про воду и не про воздух, она про человека, который в одиночку держит 1000 лет на плечах. Иран. Деревня Наштифан. Около 1000 лет назад. В 30 километрах от афганской границы есть деревня. Ее древнее название — Ништуфан, жало бури. Здесь дует знаменитый ветер 120 дней. Он приходит каждое лето и не останавливается 4 месяца подряд. Порывы достигают 110 км в час. Древние персы не боролись с этим ветром. Они построили из него мельницы. 34 вертикальные мельницы из глины, соломы и дерева. Без единого металлического крепления. Без фундамента. Они работают 1000 лет. 5 из 34 работают прямо сейчас. Но вот что не отпускает. Есть один человек, который за ними следит. Его зовут Хаджали Мухаммад Этебари. Он пожилой. Он не получает зарплаты. Каждый день он приходит и следит за тем, чтобы мельницы продолжали крутиться. Учеников нет. Никто из молодых не хочет этим заниматься. National Geographic снял о нем короткий фильм. В нем Этебари говорит: «Это чистый живой воздух, который заставляет их вращаться. Тот самый воздух, которым дышит каждый».
Когда его не станет, мельницы, возможно, остановятся. Впервые за 1000 лет. 5 технологий. 5 разных ответов на одни и те же вопросы. Дудзянъянь до сих пор поет 50 городов без плотины. Пукиосы до сих пор качают воду ветром без насосов. Вавы по-прежнему уходят за водой туда, куда не добираются засухи. Бадгиры охлаждают дома без электричества. Мельницы Наштифана, созданные из глины и соломы, перемалывают зерно 1000 лет. Поражает сам факт функционирования этих технологий. И не менее удивительно то, что человечество, располагая современными компьютерами и передовыми заводами, заново открывает и воссоздает подобные изобретения. Архитекторы строят бадгиры, инженеры изучают пукиосы, ученые моделируют дудзянъянь. Мы смотрим назад, чтобы понять, как двигаться вперед. Это не ностальгия, это признание. Напишите в комментариях цифру от 1 до 5. Какое сооружение удивило вас больше всего? Именно про него сделаем отдельное подробное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о самых загадочных местах древнего мира. И до встречи в следующем видео.